Привет! Добро пожаловать на мой канал. Информация не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия или со слабой психикой. В этом видео я хочу высказать свое мнение о разных моментах. Я уверена, что обсудить это вместе с вами будет намного интереснее. А еще я буду очень рада, если мои видео смогут поднять вам настроение или немного отвлечь от жизненных переживаний. Ну что, друзья, давайте начнем. Я хочу выделить главные темы обсуждения, но скажу, что их будет намного больше. Самые главные темы. 1. Чангук и Чимин ведут себя как парочка. 2. Чангук намекнул, что он хотел быть в этом путешествии только с Чимином. Ревность Чангука. 3. Чангук сказал, что его сердце болит из-за Чимина. Чангук назвал Чимина милашкой. Обычно парни в Корее не называют так других парней. Чангук начинает прихорашиваться из-за Чимина. Они не ведут себя как друзья, они возлюбленные. 4. Официальные извинения перед Юнги от канала Джинг за ложные новости. 5. Соседи стали везде кричать, что Чангук слишком много раз показывал, что ему плевать на Чимина, когда рядом Тэхён. Это явно бред. И это лишь некоторые темы, которые я хочу обсудить с вами. Я не буду называть сейчас все, иначе так просто не будет интересно смотреть. Чангук спрашивал, придет ли Чимин. И это его счастливая улыбка. То, как Чангук сразу же начал прихорашиваться, когда Чимин начал приближаться к нему. И его улыбка окончательно добивает меня. Он так влюблен. Чангук услышал голос Чимина и тут же встал. А еще Чангук не хотел отдавать второй пистолет Тэхёну, только когда тот у него его выхватил. Чангук же в Чимина больше не стрелял, только один раз, но после Тэхён прекратил. И когда Тэхён начал это делать, Чангук просто «хватит уже. Убери это». Прошу вас обратить внимание на этот момент. Когда они вошли в дом, Чимин нес рюкзак Чангука. Прежде чем продолжить, я должна сказать вам очень важную вещь. Сейчас многие ютуберы просят свою аудиторию перейти к ним в телеграм-канал. Ходят слухи, что в скором будущем разместить видео здесь будет очень сложно или даже невозможно. Не знаю, правда это или нет, но чтобы вы меня не потеряли, я также предлагаю вам перейти на мой телеграм-канал, пока еще не поздно. Я планирую вести его довольно активно, так что вас ждет много всего интересного. В описании и первом закрепленном комментарии к видео я оставлю название и ссылку на свой телеграм-канал. Я жду вас там. Чангук всегда заботится об обуви Чимина, следит, чтоб его нежные пяточки были в целости и сохранности.
Чангук сказал: «Тут так красиво». Чангук погладил бедро Чимина под столом. «Пожалуйста, скажите мне, что я не одна это вижу. Мне хочется спросить у Чангука». «Чангук, бедро Чимина обязательно было трогать? Так лучше наслаждаться красотой». 여기 너무 이쁘다. 저렇게 Ревность Чангука. Чангук не хотел, чтобы Чимин помогал Тэхёну. Чимин сказал: «Должен ли я сделать это для тебя, Тэхён?» Чангук сразу же ответил: «Нет». Он знает, как это сделать. Думаю, нет нужды повторять это снова, но вообще не принято использовать слово «миленький», когда корейский парень описывает другого парня. Почти всегда они используют «красивый» или «крутой». И это не первый раз, когда Чангук называет Чимина миленьким. 오, 이쁜데? 진짜 이쁜데? Чангук понял, что что-то не так. Едва Чимин коснулся пола, улыбка Чангука мгновенно исчезла, когда он увидел, что Чимин поранился. «Я плачу», он так волновался. Чангук сказал: «О, кровь идет! Кровь идет! Ты губу прикусил! Ох, ты всегда ранишься! Почему ты всегда ранишься, Чимин? У меня сердце болит из-за тебя». 항상 누르면 다쳐요. 왠지 이게 맞아? Как мозг Чангук перестал работать после того, как он ударил своего парня по бедру, посмотрите, пожалуйста. Прири. Нам точно этого не хватало. У Чангука фетиш смотреть на спящего Чимина. Сработал инстинкт держаться за руки. Чимин сказал Тэхёну: «У тебя также может возникнуть расстройство желудка, и ты можешь получить удар по носу, если будешь спать рядом с Чангуком. Это все произошло со мной». 너 배탈 걸리고 나한테 컨대 맞고 배탈 나고 너랑 동물이한테 하는데 코 맞고 너도 코 붓고 아 진짜? 왜? 내가 됐거든. 아프지 말자 이번에는 진짜. Официальные извинения перед Юнги от канала Дж. Заложные новости. 7 числа наш отдел новостей сообщил об инциденте с вождением в нетрезвом виде Юнги. В то время в первой части репортажа была опубликована запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как мужчина на электрическом скутере проезжает по улице, но после полицейского расследования было подтверждено, что мужчина на видео не Юнги. Мы приносим искренние извинения за возникшую путаницу. Время меняется, но некоторые вещи вечны. То, как Чангук заботится о своем персонале, поразило мое сердце. Он такой ангел. Приносит холодные напитки для персонала, потому что было слишком жарко. Сначала спрашивает у персонала, есть ли у них еда, прежде чем он даже поел, а затем дает им целый пакет еды, потому что у них ее не было. Так мило.
Я не хотела начинать эту тему, но соседи стали везде кричать, что Чангук слишком много раз показывал, что ему плевать на Чимина, когда рядом Тэхён. Это явно бред. У меня сразу возник вопрос. Мы смотрели один и тот же эпизод. Тот самый эпизод, где Чангук превратился в влюбленную школьницу, в ту минуту, когда Чимин вошел в ресторан, продолжал брызгать в него водой, явно пытаясь спровоцировать его присоединиться к водной битве. Стоял и пристально смотрел на него, спящего в течение самого долгого времени, явно размышляя о чем-то, и был первым, кто заметил и безумно забеспокоился, когда губа Чимина кровоточила на месте скалолазания. Честно говоря, даже чагукеры слишком избалованы, и это единственная причина, по которой многие люди посчитали третий эпизод практически лишенным моментов между ними двумя. Но говорить, что Чангуку плевать на Чимина, когда рядом Тэхён, это просто наглая ложь. Не говоря уже о том, что Чангук уделял слишком много внимания конкретно Чимину на протяжении всей карьеры BTS, имея в виду и присутствие Тэхёна, потому что они на самом деле были в группе, которая жила и работала вместе 90% времени, примерно в то же время, когда люди стали фанатами их связи, и это заставляет более половины фандома в тот или иной момент сомневаться в их отношениях. Соседи ожидали, что между Чангуком и Тэхёном будет любовь до последней секунды эпизода, а Чимин будет их разлучником. Тем временем соседи получили вот, что Тэхёну едва удалось положить голову Чангука себе на плечо. Посмотрите на лицо Чангука, на котором нет даже намека на улыбку. А еще просто сравните то, как Чангук ведет себя с Чимином и Тэхёном. Чангук сказал Чимину: «Я благодарен, что ты здесь». Чимин ответил: «Я очень сожалею о том, что заболел». Чангук заботливо ответил ему: «Слишком поздно сожалеть. Просто наслаждайся». 아니야, 와줘서 너무 고맙지. 크게 후회하고 있어. 후회도 늦었어? 즐겨. А теперь послушайте, что Чангук сказал Тэхёну: «Просто возвращайся». «Тогда возвращайся в Сеул». «Зачем ты пришел?» Тэхён ответил: «Нет, все равно весело». Чимин сказал: «Не могу поверить, что ты это сказал. Это наша с Чангуком поездка». Чангук сказал: «Ты должен присоединиться к ним и поплавать», отправляет Тэхёна на пляж к незнакомцам. 왜? 그럼 가. 이거는 그냥 카메라 없어도 그냥 이러는 거잖아. 가 그러면 서울로. 재밌어. 제주도 왔는데 우리 싫다는 것도 그렇지. 우리 여행인데 그래. 나 이런 데 가서 같이 헤엄치자. Ну, Чангук, мы понимаем, что это не входило в твои планы путешествия с Чимином, потерпи. Продолжим тему гостеприимства Чангука. Они с Чимином положили Тэхёна на пол. Ну, это и своеобразная забота, ведь спина не будет болеть. 어디? 여기 이거 딱. 아늑하게 좋네. 근데 아무리 봐도 너잖아요. 그러니까. 그래? Rolling Stone India назвали Ху Чимина одной из лучших кей-поп песен 2024 года. Я очень люблю эту песню за то, что она такая, какая есть, и за загадочность сопровождающего ее видео, усиленной звездной силой и подачей Чимина, которые определяют песню. Его крутая, свободная сущность в сопровождении танцоров, выступающих под неоновыми огнями, прогуливается по ночным бульварам и поет «Кого ждет мое сердце», в поисках того особенного кого-то, кого он никогда не встречал. Окружающее освещение, танцевальные движения Чимина, его фирменная интонация, уникальная фактура голоса и музыка, струнные, ритмы и синтезаторные ноты – все это сливается в нечто сюрреалистическое. В Ху используется более широкая палитра звуков. Эффекты подчеркивают голос Чимина как нельзя лучше, и песня звучит несколько причудливо, что делает ее хитом